Сколько настоящий онлайн в танках онлайн в 2026 году? Разработчики давно отключили счетчик, который показывал онлайн, и сейчас в танках онлайн официально невозможно узнать эти цифры, но есть несколько лайфхаков, как можно понять примерную цифру. В основном это видео сделано для тех, кто считает, что в танках онлайн 100 человек, там 20 человек, 50 человек. В общем, будем развеивать этот миф, и цифра игроков, которые играют в эту игру, она достаточно внушительная получается, друзья, и вы будете в шоке, наверное, сколько на самом деле играют игроков в танки онлайн в 2026 году. Сразу, друзья, попрошу вас поставить лайк на это видео, прям мощнейший лайк прожимайте. Еще есть небольшая новость, друзья, у меня появился секретный промокод, у которого ограниченное количество активаций. Если вы играете в новые танки онлайн, обязательно его вводите, он вам даст легендарный ключ, рубины, контейнеры, опыт и другие ништячки. Просто ставьте лучший тег создателя контента ник10 в настройках вашего аккаунта в танках онлайн и вводите этот секретный промокод вот здесь. Он вводится, магазин игры, промокоды. Вводите. Смотрите, он срабатывает не у всех, единственное, но он 100% сработает, если у вас новый аккаунт или если вы не заходили в игру до 16 марта. Поэтому обязательно пробуйте и пользуйтесь этой халявой. Пока еще промокод доступен, друзья. В описании я его оставил. Ну что, друзья, давайте вот посмотрим первоочередно вообще вот сколько же онлайна, как вот на первый вообще взгляд можно проверить и вот сразу же как можно доказать, что игроков больше, чем 20, чем 50, чем 100 человек. Во-первых, можно посмотреть в чате, что в чате сидят люди, да. Чат есть не один, есть чат с про-битвами отдельный. То есть здесь люди есть. Помимо всего прочего, перед тем, как мы там будем рассматривать мою самую главную зацепку, да, в которой можно посмотреть онлайн. В прошлый раз, кто вот прошлое видео смотрел, похоже, которое я снимал в 25-м или 24-м году, когда я пытался выяснить, сколько онлайн, там я воспользовался уязвимостью в программе «Вызов принят», да. Вот здесь у нас отображаются топ-1000 игроков, которая в месяц набила там определенное количество звезд. И, кстати, это вот первый момент, который и доказывает, что как минимум 1000 человек активных игроков есть в этом вызове принят, потому что даже у меня, вот на моем аккаунте, я даже не попал в топ-1000, хотя мы активно играем. И раньше вот здесь вот показывалось место ваше, на котором вы находитесь. И после того видео, конечно, Орех это убрал, тогда можно было вот набить одну звезду, хотя бы, да, и посмотреть, на каком ты месте примерно находишься. И вот, и в прошлый раз тут показывалось, да, на каком я месте был, и, по-моему, эта цифра была что-то в районе 200 тысяч. Вот, но сейчас это уже не проверить. Вообще, сейчас я вот как-то смотрю на самом чистом аккаунте. Я почему зашел на технический аккаунт? Потому что он чистый. Тут у меня пока ничего нет. И здесь я вам покажу как раз новую зацепку, похожую как вызов принят, но она даже будет лучше, чем вот прошлый показатель по вызову принят. Если, кстати, зайти на основу, вот, где мы играем, давайте вот просто ради интереса я посмотрю, сколько тут у меня звезд было набито в этом вызове принят. 81 звезда набита, друзья. Но это причем, что я тоже, ну, играю. Но цифру мы не видим, поэтому сейчас мы будем переходить к другому способу. Вот, но перед тем, как мы к другому способу перейдем, есть еще один момент. Это про битвы, в которые можно вот зайти и посмотреть, сколько людей играет. Вот можете по пальцам даже считать сейчас сидеть. То есть вот здесь уже 20 игроков есть, уже больше получается 50 игроков, да. Все вот эти вот мифы, что играет 50 человек всего или онлайн остался на уровне 100 человек, это полный бред и заблуждение. Вы посмотрите, только в про-битвах тут играет уже, наверное, больше 100 человек. Но это только про-битвы. В про-битвы тут вообще мало кто играет, потому что танки онлайн и вся механика заточена на игру в матчмейкинге. Все миссии выполняются в матчмейкинге, все призы, приколюхи, тоже звезды зарабатываются только в матчмейкинге. Давайте вот через быстрый бой, вот просто ради интереса, я вот покликаюсь, 3 битвы просто закликаюсь, ради интереса посмотрим, есть ли боты, будут ли бои повторяться у меня, или все бои будут разные. Вот давайте сейчас проверим и такой момент. Вот смотрите, моментально закидывает, без монтажа какого-либо. И вот, пожалуйста, полная карта, нету ни одного бота. Давайте еще раз попробуем в другую битву закликаться, сразу же быстрый бой я кликаю. Ну вот, очередная новая карта создалась. Вот, игроки заходят, вот видите? Моментально заходит. И опять же, ни одного бота здесь нет. Но мы не будем тут портить игру, да? Мы ради теста все это снимаем. Вот, все, пожалуйста, полная карта игроков. Все зашли. Ну и давайте третий контрольный. Посмотрим, какая будет третья карта. Будут ли боты? Не хватает ли игры онлайна? Видите, как долго закидывает-то? Очень долго закидывает, прямо моментально. Прям приходится ждать около 50 секунд, друзья. И вот очередная карта, смотрите, опять же, нет ни одного бота. Нам же даже здесь поиграть хочется. На этой карте. Неплохая карта попалась, реально. Еще и CTF-ка режим. Ну и вот, пожалуйста. То есть онлайн есть, друзья, играть можно спокойно.
И теперь, друзья, тот способ, который позволит проверить приблизительное количество онлайна, да, сколько игроков играет в месяц. Сейчас мы к этому способу переходим. На этом аккаунте мы, наверное, сейчас не сможем это проверить, да? Все это будет касаться наших любимых рейтингов, друзья. Будем через рейтинги сейчас смотреть, сколько примерно у нас игроков играет ежемесячно. То есть, вот видите, есть по заработанному опыту, да, топ-100 игроков по пойманным голдам. Тут есть топ-100 игроков, если кто-то себя увидел, кстати. Напишите в комментариях обязательно. Ну, конечно, мы не на этом аккаунте будем смотреть, потому что на этом аккаунте у меня уже есть какое-то наигранное, да, количество опыта. Но вот, например, смотрите. Например, сейчас у меня набито опыта, почему-то написано 70, да? И я нахожусь на 3345 месте. То есть с моей игрой, это вот ежемесячная, да, сводочка. Даже, подожди, нет, это даже не ежемесячная, это еженедельная сводка, друзья. У нас же рейтинги обнуляются каждую неделю, и я нахожусь на 3000 месте. Но, посмотрите на значение эффективности. По эффективности я вообще на 79 тысячном месте. Но рейтинг эффективности давайте его не будем рассматривать, потому что он, по-моему, не обнуляется каждую неделю. Будем отталкиваться на рейтинг по опыту. Вот как по опыту у нас какое место считается. То есть, можно сказать, что за неделю 3000 игроков играли. Но это, опять же, это активных игроков. А сейчас мы проверим на чистом аккаунте. Вот на вот этом аккаунте. Я буквально зайду в битву. И я сделаю буквально 1 килл, чтобы заработать минимальное количество опыта, чтобы потом зайти, посмотреть. Видите, у меня тут все по нулям пока на этом аккаунте. Чтобы посмотреть, на каком я месте буду. И еще даже такой момент, друзья. Этот рейтинг, он же обнуляется каждый понедельник. Ролик записывается в понедельник. Тут вообще самый, наверное, будет жесткий тест этого онлайна. Будем тестировать среди тех игроков, которые заходили только в понедельник. Вот за понедельник сколько игроков успели набить хоть какой-то опыт. Так, заходим, друзья, в очередную карту. Кстати, опять карта новая, опять свежая, опять ни одного бота нет. Но у нас тут цель сейчас просто 1 килл сделать по-быстренькому. По-быстренькому сделать 1 килл, чтобы набрать минимальное количество опыта. Ну, либо просто кого-нибудь ранить, да. В общем, цель набрать хоть какой-то опыт, чтобы потом посмотреть в рейтинге, на каком месте мы будем. Если что, это новая пушка, тут цунами у нас вышла в танках онлайн. Все, есть опыт. 15 опыта я набрал, даже много. Теперь переходим в рейтинги, но рейтинг он сразу не обновится, наверное. Сразу не покажется. Да, какое-то время подожду, наверное, через час даже это надо будет смотреть. Для вас этот час пройдет буквально секунда, я тогда подожду. Так, друзья, ну что ж, рейтинг обновился наконец-таки. И здесь похожая также ситуация, как у меня и на основе было. Почему-то тоже вот место у меня 3000, 3638, да. Но опять же, это стоит учитывать, что это понедельник, друзья. Сегодня понедельник. Сегодня рейтинг только обнулился и начал заново идти. И за понедельник 3638 игроков получили хотя бы 1 опыт в боях за первый день. То есть можно сказать, что вот такая цифра онлайна, ну, за 1 день игры в танки онлайн. Примерно вот такой онлайн, зато мы с вами знаем вот такую цифру, что вот за 1 день вот столько игроков уже поиграло. Ну, можно предположить, что каждый день вот примерно будут по 3000 игроков играть в среднем. И таким образом, ну, давайте вот прям посчитаем за неделю, то есть, ну, 1020 игроков в танке онлайн должно плюс-минус играть. Но я думаю, какой-нибудь следующий ролик мы по онлайну сделаем. Наверное, даже лучше, что мы с вами посмотрели именно такую цифру сегодня, да, как там 3000 игроков. Так вот, на основе у меня 3300 было, да, 3300. Ну, можно было и на этом, кстати, аккаунте и закончить этот тест. Ну, в общем, пока так, друзья. За 1 день в танке онлайн сыграл 3000 игроков. Делайте выводы по онлайну. Какие тут 100 человек у вас, я не знаю, откуда вы это берете. Только за 1 понедельник 3000 игроков сделала как минимум 1 опыт. Это, то есть, еще я не беру в расчет тех, кто просто заходит там, да, в чате пообщаться, в гараже посидеть, или вообще в про-битвах в паркур играть, где опыт не начисляется. То есть, еще можно, ну, смело, я думаю, прибавить, плюс еще там, плюс-минус 500 игроков, хотя, может, 500 даже много, ну, 100 можно прибавить, но тут погода не меняет, да, 3000 цифра, она есть, и, возможно, такой вот средний онлайн в танках у нас и присутствует. Ну, а что, кстати, ежемесячного, да, сколько игроков в месяц играет, а это сможем посмотреть только в конце недели. Но, опять же, вот если прогнозировать, то это за неделю, если 21 тысяча играет, то за месяц получается 80 тысяч игроков плюс-минус в танки поигрывает. Ставьте огромный лайк на это видео, друзья. Не забывайте ставить лучший тег создателя контента Ник 10, настройка вашего аккаунта в танках онлайн. Не забывайте получать легендарный ключ, рубинные контейнеры, опыт по секретному промокоду находится в описании. Уже скоро, кстати, закончится эта акция. Осталось всего там неделя, по-моему. Хотя написано, что 13 дней осталось, но кто-то мне говорил, что уже неделя осталась. Поэтому успевайте
успевайте, миссии еще и надо выполнить, успеть, чтобы получить такие крутые призы. Пишите ваше мнение в комментариях, может быть, как-то вы просчитывали онлайн в танках по ощущениям, как вам кажется, сколько тут онлайна. А я всех благодарю за просмотр.